Всем доброго дня! Сегодня ролик будет о том, как мне 15 лет назад удалось спасти 4 зуба. Именно 4 нижних резца, которые у меня, как оказалось, заболели. Врач сказал, что они шатаются, это пародонтоз. Короче говоря, готовься, что они скоро выпадут сами и придется ставить протезы. Сейчас мне 60 лет. Значит, за свою жизнь я потерял всего 4 зуба. Но это были не эти 4 резца, про которые будет идти речь, совсем другие зубы. В общем, остальные зубы у меня свои. И как мне удалось спасти вот эти резцы, я вам сейчас расскажу. Иду я от доктора домой, весь в печали, захожу в подъезд, гляжу в ящике почтовом газета ЗОЖ. Я ее выписываю давно, вот у меня тут их сколько, видите. Короче говоря, это был 23 номер за 2004 год. Пришел, разрезал, эти газеты были так сделаны, что надо было разрезать еще каждый листочек. Разрезал, начинаю листать, смотреть, что тут новенького принесли. И на 7-й странице натыкаюсь на такую электрическую схему. Так как я занимался радиотехникой раньше, меня заинтересовало, что это такое. И гляжу, что это, рецепт для лечения пародонтоза с помощью электрофореза. Чтобы дальше понять, о чем будет идти речь, пожалуйста, сделайте стоп-кадр, остановите видео и прочитайте этот рецептик. И вот что у меня получилось согласно той схемы и описания. Сейчас я расскажу более подробно. Для анода нужен был вот такой 4-миллиметровый пруток медного провода. У меня его дома не оказалось, поэтому я заменил его на запасное жало 40-ваттного паяльника. Один конец расклепал, как было сказано в описании, ко второму подпаял провод. Скрутку делать не стал, так как соединение нужно делать достаточно надежное, чтобы хватало надолго. Токи здесь очень маленькие. Ко второму концу провода припаян зажим типа крокодил. Закрывается вот здесь место пайки таким колпачком импровизированным. Он сделан из шариковой ручки, хорошо одевается. Теперь, что касается катода. Алюминиевая пластинка сделана из транспортира школьного. Провод не припаян, а прикручен с помощью стального болта и гайки посредством алюминиевой шайбы. Шайбочку тоже я сделал сам из детского конструктора алюминиевого. В общем, соединение вполне надежное. Провод, правда, предварительно я облудил припоем, чтобы не было окислений, так как медь и алюминий в контакте несовместимы. На алюминиевую пластинку намотал хлопчатобумажную ткань, и чтобы она не разматывалась, закрепил ее обычной ниткой. Что касается батарейки. Они до сих пор такие есть в продаже, можете даже в интернете посмотреть. Припаял 2 провода. Синенький это минус, красный плюс. Проводки нужно припаивать разной длины, чтобы в процессе эксплуатации и хранения они не перемкнулись между собой. Если вы не найдете такую батарейку, можно использовать вот такой контейнер из 3 батареечек от карманного фонаря. Найти плюс-минус, также подпаять проводки, и также будет хорошо работать. Перед использованием нужно обязательно проверить работоспособность батарейки. И сделать это лучше не с помощью прибора, а с помощью нагрузки. Например, вот такого фонарика диодного. Батарея исправная, можно пользоваться. Хочу немного похвалить китайцев. Обычно их ругают, а я похвалю. Этой батарейке 8 лет, но она до сих пор работоспособна. Так что посмотрите этикеточку в увеличенном виде. Я не обманываю. Давайте немного вернемся к плюсовому электроду или аноду. А для того, чтобы раствор не попадал между медью и вот этой пластмассовой трубкой, я намотал изоленту. И теперь проникновение влаги туда исключено. А еще
на конец этого электрода я одел вот такой силиконовый колпачок. Сначала скажу, где его взять. Продаются в аптеке вот такие силиконовые соски детские. Как раз она подходит. Отрезаем вот эту часть, делаем отверстие чуть побольше и одеваем вот на этот электрод. А чтобы колпачок не сползал во время работы, мы его тоже закрепим изолентой. Натягиваем потуже, чтобы было покрепче. Вот так. На медный электрод наматываем вату. Вот таким образом. Если мы будем лечить зубы и десны с внутренней полости рта, тогда силиконовый колпачок вот этот остается вот в таком вывернутом виде. Когда же мы лечим передние зубы и десны, колпачок этот необходимо вот так сделать, то есть закрыть вату для того, чтобы не было контакта ваты намоченной, значит, с внутренней полостью губ. Иначе все лекарство будет расходоваться нерационально, будет уходить в губы, а не в проблемные места. А теперь, пожалуй, самый важный момент. Для лечения зубов нам понадобится водный раствор йодистого калия, 5%. Раньше с ним проблем не было. Можно было прийти в любую аптеку, заказать такой раствор, и через 2 часа он будет готов. Теперь же аптеки этим не занимаются, поэтому необходимо где-то приобрести, купить вот такой порошок иодида калия или йодистый калий. Он белого цвета, кристаллический, похож немножко на сахар неочищенный. Где его купить? В магазинах его нет, но в интернете продают. Причем продают в таких количествах, в которых он и не нужен. То есть там продают по нескольку килограмм его. Поэтому где-то надо найти вот небольшое количество йодистого калия. Где он применяется? До сих пор применяется в проявителях, когда проявляют рентгеновские снимки, то есть пленки. Еще наверняка он есть во всех физиокабинетах, где делают электрофорез. То есть йодистый калий в растворах для электрофореза применяется не только в зубных проблемах, но и на других вот видах лечения электрофорезом. Поэтому при желании найти можно. Как делать раствор? Очень просто. На 5 грамм йодистого калия нужно 100 грамм воды. Получится 5% раствор. Если таких точных весов нет, которые могут измерить 5 грамм, берем 50 грамм йодистого калия и разбавляем в литре воды. Получаем 5% раствор. Конечно, этого раствора будет много, целого литра. Ну, что делать, если нет весов? То есть вот такой раствор, без него ничего не получится. И о воде для раствора. Вода должна быть дистиллированная. Кипяченая, сырая из-под крана, родниковая, дождевая не пойдет. В воде не должно быть никаких примесей. Только дистиллированная вода. Соблюдая полярность, подсоединяем провода к батарейке. Минус и вот это плюс. Смачиваем катод, это минусовой электрод, водой, обычной кипяченой охлажденной водой. Наливаем в стопку немного раствора йодистого калия, примерно 3 столовых ложечки. Вот такого количества вполне достаточно для одной процедуры. В 5% растворе йодистого калия, который мы налили вот в эту стопочку, будем смачивать положительный электрод с ватой, то есть анод. Ни в коем случае не смачивать электрод вот в той посуде, в которой приготовлен раствор. То есть если мы туда будем опускать грязный электрод, то он быстро придет в негодность.
поэтому всегда отливаем небольшое количество для процедуры в отдельную емкость. С помощью 2 банковских резинок закрепляем вот таким образом минусовой электрод на предплечье или катод. Смочен он, еще раз повторю, обычной холодной кипяченой водой. Последнее, что нужно сделать перед процедурой, это смочить вату на плюсовом электроде в растворе йодистого калия. Опустить и подержать, может быть, секунд 15-20, не больше. А теперь садимся поудобнее и начинаем лечить зубы. Прикладываем вот этот электрод с ватой к проблемным местам. Ощущение легкого покалывания, пощипывания, дискомфорта никакого нет. А теперь давайте измерим ток. Вначале замерим ток, который возникает между катодом и анодом при непосредственном соприкосновении. Установлен у меня прибор на 20 мА. Замыкаю. Больше 20 мА. Переставляю предел измерения на 200 мА. Еще раз замыкаю. Ну вот, установился ток в пределах 25 мА. А теперь замерим ток, который проходит через человека при данном виде электрофореза. Электрод у меня на руке. Ставлю предел опять измерения на 20 мА, потому что ток, наверное, небольшой будет. И прикладываю анод к десне и зубам. Как видим, ток очень маленький, всего 1 мА. То есть для человека никакой опасности он не представляет. Время одной процедуры составляет 10-15 минут. Процедур за день нужно сделать 2, то есть утром и вечером. А общий курс лечения от 5 до 10 дней. После каждой процедуры электроды, особенно вот этот положительный, очень тщательно нужно обрабатывать спиртом или хотя бы промывать мертвой водой. Потускневший электрод в конце курса лечения можно восстановить с помощью ластика. То есть, потерев этот электрод резинкой, восстанавливаем его блеск. Прибор строго индивидуальный, никому его не даем, дабы не заразиться гепатитом и еще чем-нибудь похуже. В заключение хочу поблагодарить доктора Наумова за отличный рецепт, который мне помог и наверняка помог многим другим. И пожелать всем удачи и здоровья. До свидания.